Привет всем! Сегодня мы начинаем наше большое путешествие на Сикоку, самый маленький и загадочный из 4 главных островов Японии. Сикоку славится своими паломническими тропами, дикой природой и невероятно вкусным удоном. Наш путь лежит в префектуру Кагава, которую называют префектурой удона. Это лапша такая. Но наша цель еще необычнее. Мы выехали из Токио, вот станция Шинагава. Здесь перешли от JR на Шинкансен. И за 3 часа долетели на Шинкансене до Окаямы. Это еще префектура Окаяма, это не Сикоку. А дальше началось самое интересное. Мы пересекли знаменитый Великий мост Сета. Это целая система из двухъярусных мостов, соединяющая главный остров Хонсю и Сикоку. Вид из панорамного вагона поезда Маринлайна просто захватывает дух. Кажется, что ты летишь над самым морем Сета-Найкай. Вот мы заходим в Шинкансен. Я люблю именно станцию Шинагава, а не станцию Токио, потому что на Токио там до Шинкансена очень долго идти и постоянно много народу. А здесь на Шинагаве очень близко пересадка и чуть меньше народу. И здесь вот на Шинагаве продают очень вкусные унигири, рисовые болы. Поэтому я люблю их всегда в дорогу брать. Вот посмотрите, гора Фудзи. Она как будто нас провожает и воодушевляет. Хоть она и в облаках, но все равно она величественная. Сейчас пару слов расскажу про префектуру Окаяма, через которую мы едем в Сикоку. Префектура Окаяма часто называют страной солнечного света, потому что здесь самое большое количество солнечных дней в году во всей Японии. Вот мы приехали на эту станцию. Именно поэтому здесь выращивают самые вкусные и дорогие фрукты в стране. Легендарные белые персики и виноград сорта мускат Александрийский. А еще Окаяма – это родина одного из самых известных японских героев Момотаро – мальчика персика. Если присмотреться, на вокзале и даже на люках в городе везде можно встретить его изображение. Но для нас Окаяма стала воротами на остров Сикоку. Именно отсюда начинается знаменитый Великий мост Сето, инженерное чудо, которое соединяет главный остров Хонсю с Сикоку. А вот мы здесь тоже купили себе ланчо бента. И здесь как раз с изображением этого мальчика персика Момотаро. Здесь еще известная говядина и тоже морепродукты. Очень вкусные было бенто, потом я вам покажу. Вот, и этот мост один из самых длинных двухъярусных мостов в мире, Сето-Охаши, по которому одновременно едут и машины, и поезда. Здесь мы пересаживаемся на линию Маринлайна и едем до Такамацу. Это уже в Сикоку. Вот посмотрите, здесь еще какой интересный поезд в виде Ампамман, тоже у них герой мультфильмов. Это едет в Мацуяму, это тоже в Сикоку, в другой город. А мы едем в Такамацу. Это префектура Кагава. Она самая маленькая в Японии, но там она очень развитая. И вот наша Маринлайна, у них есть места, которые без доплаты, а мы с доплатой в специальном вагоне, где можно смотреть панораму. Панорамный вагон. И я забронировала там нам места. Вот это панорамный вагон, он двухэтажный. Обычные вагоны, которые не надо доплачивать, их не надо бронировать. Они одноэтажные. Вот этот красивый мост. Решила прикрепить фотографию, показать вам, какой он замечательный. Вот дальше хочу вам показать мой бенто-ланч. Это Момотаро, мальчик-персик. Это ланч с морепродуктами. У мужа я забыла сфотографировать.
Сейчас покажу вам. Вот тут разные морепродукты. Очень было вкусно. И он сделан как в форме персика. И вот мы уже помчались по Марин Лайна в сторону Такамацу по этому легендарному мосту. Ехать где-то около часа. И мы поедем потом на остров Сёдошима. На этот остров Сёдошима можно было доехать и на пароходе или теплоходе прямо от Окаямы. Но мы хотели проехаться по этому мосту, поэтому выбрали вот Марин Лайна. Так что, если вы захотите путешествовать по островам Сето-Найкай, море Сето-Найкай, можно прямо от Окаямы ехать на пароходе на разные острова. Там очень много интересных островов. Я хочу еще как-нибудь съездить. Итак, мы едем по этому мосту Сето. Это не один мост, а целая серия 6 мостов, соединяющих 5 маленьких островов. Его общая длина 13,1 километров. Долгое время он удерживал титул самого длинного двухъярусного моста в мире, где сверху едут машины, а снизу поезда. Это уникальное сооружение. Один верхний ярус отдан под скоростную автомагистраль, на машинах можно там ездить, а по нижнему ярусу ходят поезда. Вот и мы едем на своем Марин Лайна. И когда едешь в поезде, над головой постоянно слышен гул машин. Это создает невероятное ощущение мощи. Этот мост строили 10 лет, и он проходит над внутренним морем Сето-Найкай. Это место называют японским Средиземноморьем. С высоты поезда открывается вид на сотни крошечных островков, которые кажутся игрушечными на фоне гигантских опор моста. Вот мы приехали уже на станцию Такамацу и идем в порт. Идти минут 15. Там мы купили билеты на скоростной катер. Ехать до острова Сёдошима 35 минут. А если на пароходе, то ехать где-то час. И если вы едете на машине, то можно ее прям на пароход завозить, и это тоже очень удобно. Я забыла цену скоростного, но мне кажется, где-то она может быть в 1,5 раза дороже. Но помню, на пароход на человека стоит 700 йен. Это совсем дешево. Вот, и там на ребенка половина цены. А на скоростной, где-то 1400, наверное, йен. В общем, недорого. Единственное, что здесь нельзя было использовать кредитные карты. Обычно везде в Японии можно или кредитные карты, или PayPay, такие тоже дебетовые карты. А здесь только наличные. Вот, будьте осторожны, если соберетесь на пароходах или на катере плыть куда-то. Вот эта дорога по пути в порт. Очень удобно. Здесь специальный проход. И через здание можно все пройти. И вот мы уже пришли. Все очень здесь удобно, как и везде в Японии. Зал ожидания и покушать где есть. На английском тоже везде все написано. Кстати, иностранцы тоже были, но, конечно, меньше, чем в Токио и Киото. Вот, и советую всем вообще, если куда вы идете, идите рано утром. Рано утром всегда меньше народу, потому что ближе к полудню там такие очереди везде набираются. Если не любите очереди, как я не люблю, идите утром. Вот это наш маршрут. От Такамацу-ко мы едем Тоношо-ко в порт Сёдошима. Сюда билеты бронировать не надо, здесь покупаете прямо на месте. Все остальное, шинкансен, машину, гостиницы надо бронировать заранее. Вот единственное, что вот на катеры, пароходы не нужна бронь. Сето-Найкай – это море, оно уникальное, здесь много разных островов и можно куда поехать. Я тоже хочу, конечно, еще в нескольких местах побывать. Но в этот раз мы приехали только на 4 дня, и
пришлось выбирать что-то одно, и мы выбрали Щодо-Шима. Я больше всего туда хотела поехать. И сейчас потом я вам расскажу, почему. И потом еще в другие префектуры, в другие места. То есть у нас была очень насыщенная программа, но, слава богу, все успели. Вот это тоже уютная обстановка катера. Вот вам еще уютненький туалет. Очень красиво здесь они сделали. И вот как это «Ведьмы на метле». Это в честь мультика. Едем мы на Щодо-Шима, и уже время пролетело как один миг. Так и жизнь быстро пролетает, как один миг. И вот мы уже подъезжаем к острову. Дальше мы пойдем за нашей арендованной машиной. Тоже идти минут 10 от порта. И мы тоже делали бронь заранее. Где-то нам стоило, мы брали на день машину, стоило где-то 10 тысяч йен. Вот этот оливковый венок. В 1908 году здесь впервые в Японии прижились оливки. И с тех пор остров стал маленькой Грецией в Тихом океане. И поэтому главная достопримечательность здесь – оливковый парк. И мы как раз едем туда, и там в оливковом парке есть гостиница. Это как всего их 5 домиков, сделаны в греческом стиле. И они как прям целый дом, там максимум 5 человек можно останавливаться. Но очень просторный домик, и там и есть и кухня. В общем, но единственное, что их всего 5, бронировать надо заранее. Это они очень популярные. Как мы останавливались в четверг, слава богу, были свободные места. Но потом, когда я бронировала где-то за 2 месяца, на выходные, пятница, суббота, воскресенье, все было занято. Так что надо или в будни, или очень заранее бронировать. От порта до оливкового парка где-то 20 минут на машине. Вот если без машины, я даже не знаю, как сюда добираться. Я думаю, есть автобусы. Но я тоже видела, иностранцы ходили по городу без машин, то что как-то они добираются. Вот очень много было здесь китайцев, но они приехали на больших автобусах туристических. Парк работает до 5 часов вечера, и после 5 все туристы уезжают, и в вашем распоряжении остается весь этот парк, вся эта красота. И мы приехали где-то в 2:30. Сначала зашли в нашу гостиницу, в наш домик, потом пришли сюда. И здесь уже как было где-то 3:30, и уже было немного людей. Вот здесь есть и рестораны, и музей. Очень много интересных сувениров. Я тоже много всего разного купила. Там мы остановились в удивительном месте Оливек Сучиноми. Если будете искать в интернете, вот это ищите. Вот это наш домик. Наш домик Миконос. Белая часть шкафа – это тоже кровати. Они выдвигаются. Они такой же величины, как стоят кровати там слева. В общем, очень удобно было. Мы хорошо поспали. Прям воздух здесь такой чистый. И еще рядом мимозы цвели.
и еще недорого, где-то $200 всего. Это вообще потом у нас будет гостиница в 2 раза дороже, а потом еще в 3 раза дороже. То есть мы хотя здесь очень, я вообще считаю, это копейки, то есть за 4 человек $200 в таком месте, и здесь еще как кухня есть, если хотите сэкономить, можно вообще в супермаркет сходить, купить. Здесь недалеко есть и супермаркет, ну и, конечно, и покушать, где можно есть. Но здесь, что вечером, мало ресторанов, здесь очень быстро все закрывается. Как я вам сказала, парк закрывается в 5 часов. Очень много места закрываются тоже рано, но здесь нам на ресепшн нам дали список ресторанов, которые работают вечером, и мы ходили кушать в ресторан. Вот, посмотрите, какой здесь вид с крыши. Замечательный. И все здесь так интересно, все домики под названием островов. Мы тоже раньше ездили на Миконос. На Миконосе там вот такие же мельницы были, как мы дальше пойдем. И так интересно, что там мы, когда ездили в Грецию на остров Миконос, я фотографировалась с мельницей. И сейчас тоже мы остановились в этом номере домике Миконос и тоже идем фотографироваться с мельницей. Итак, мы находимся на острове Щодо-Шима. Этот остров считается жемчужиной префектуры Кагава. Кагава префектура самая маленькая, но удаленькая. Здесь вообще очень много интересных островов. Есть еще очень известная художница Кусама Яйой. Она и с Луи Виттоном делала разные коллаборации. Может, вы знаете, там есть остров Наошима, там, где музей. Я туда тоже хотела съездить. В общем, очень много интересного. Есть еще много разных музеев интересных, и не только на островах, но на Сикоку. В общем, смотреть на Сикоку много всего. Это то есть все едут в Киото, в Токио или еще там Осака куда-нибудь. Вот Сикоку очень здесь и спокойно, и много есть что посмотреть, и очень вкусно. Мы сейчас тут, вот мы гуляем по парку, и там мы зашли случайно в кафе, и там, знаете, я думала, наверное, это обычное будет что-то, но очень такой вкусный хлебушек, прям мягенький-мягенький. И с виду кажется, и мы брали хот-дог, и еще, в общем, там 3 вида сандвичи, хот-дог и 2 сандвича. Есть со свининой, есть с бейкон, чиз. И все были замечательные, вкусные. В общем, и вкусные здесь. И потом вечером ресторан тоже очень вкусный был. Вот здесь музей, но мы в него не успели. Мы пока были в кафе, он уже закрылся. Но дочка успела взять на прокат 2 метлы. Здесь этот остров, как его называют, островом Олив. Здесь атмосфера действительно напоминает Средиземноморье, но с японской душой. И именно здесь снимали художественный фильм по мотивам аниме «Ведьмина служба доставки». «Маджоно Таккюбин» называется по-японски, по-английски «Kiki's Delivery Service». Конечно же, мы взяли здесь на прокат метлы. Дочка смогла их взять, потому что они тоже очень популярны. Сначала мы не успели, уже их разобрали, но потом через время дочка стояла за ними, следила, как кто-то вернул, она сразу взяла на прокат. Вот. Это местная традиция — делать фото в прыжке, как будто ты летишь над морем. Вот, мы еще тут, вот это вот кафе, необычно вкусные. И здесь и напитки были. Здесь в этом месте вообще на Сикоку и в Кагава, и в Эхиме очень популярные цитрусовые мандарины, разные там разновидности цитрусовых. И здесь очень вкусные напитки были. И вот эти вот сандвичи, хот-дог, напитки вообще шикарно, знаете. Советую. Хотя с виду, видите, как-то обычно смотрится. Это еще как бабушка делала. Видимо, она очень хорошо умеет готовить, вкусно. Мне очень понравилось.
И вот мы идем по оливковому саду в сторону мельницы. И как я вам уже говорила, все началось в 1908 году. Правительство Японии решило попробовать выращивать оливки для консервации рыбы. Саженцы высадили в 3 префектурах – Мие, Кагосшима и Кагава. Но выжили они только на Сёдашима. Сёдашима, как я уже говорила, это префектура Кагава. Оказалось, что климат острова практически идентичен среднеземноморскому. С тех пор Сёдашима официально стала родиной японской оливы. И теперь это место называют японской Грецией, так как здесь прижились оливковые деревья. Климат здесь один в один, как на Средиземноморье. Посмотрите на эту белую мельницу. Это настоящий подарок от греческого острова Милос. Это Милос, это где нашли статую Венеры Милосской. А здесь еще есть добрая традиция, если найти среди ветвей оливковый лист в форме сердца, вас ждет большая удача. Мы свои метлы уже приготовили, и вот здесь пытаемся взлететь как Кики, как эта ведьма магии Кики. Здесь снимали художественный фильм по мотивам аниме «Ведьмина служба доставки». И здесь теперь эта белая мельница является символом дружбы Японии и Греции. Весь парк специально спроектирован в бело-голубых тонах, чтобы подчеркнуть эту связь двух культур. И вот сейчас мы снимаем после 5 вечера. Здесь совсем нет народа. Это большая редкость в Японии, потому что сейчас в Японии большой наплыв туристов. Сёдашима производит 95% всего оливкового масла в Японии. Ну, здесь мне больше всего понравился в магазине сувениров джем из оливок. Это вообще супер. Обязательно попробуйте. Я уверена, что всем людям он понравится. Очень вкусный. Еще здесь, говорят, есть вкусное мороженое, но мы его не смогли покушать. Не нашла я, где оно было. Но вот этот вот джем, его можно покупать в качестве сувенира. Джем из оливок, это вообще очень вкусный он. Советую. Я попробовала оливки на вкус. Они были очень сочные, но горькие. Наверное, там очень много антиоксидантов. И я пробовала и думала, вот, наверное, сейчас я сразу буду моложе и здоровее. Не знаю, но очень
Мне понравились эти оливки вкусные. Много этих оливок валялось на земле. Жалко, что это идет прям все в мусор. Но я вот подумала, что надо же, не экологично для Японии. Обычно они все перерабатывают, все идет у них впрок. Нам очень повезло застать цветение мимозы. Эти ярко-желтые облака цветов делают парк еще наряднее. Я хотела здесь в Шизуоку префектуру съездить, у нас от Токио недалеко, но там тоже цвела мимоза, но она уже закончилась. И я так была рада, что я смогла все-таки увидеть эти мимозовый сад. Вот здесь. А вот здесь сувенирчики. Мы тоже накупили много всего. Об этом я расскажу в самом последнем видео. Это у меня будет 4-й день. Простите, я не могу так быстро все обработать, потому что вроде бы как вот это видео минут 35, но у меня уходит на него уже как почти 2 дня. Редакция, монтаж, и как не могу я быстро обработать, но я обязательно закончу в скором времени и поставлю наше продолжение этой нашей поездки. Вот я только сегодня ставлю 1-й день. Это мы ездили 26 марта. Сначала было пасмурно, но потом погода прояснилась, было очень тепло. Вообще нам все эти 4 дня очень повезло с погодой. Сейчас вот мы вернулись и пойдем опять погулять на вершину. Покажу вам обозрение. Я живу в Японии уже 33 года, и вот 2 месяца назад решила открыть свой канал YouTube, и сейчас ставлю каждую неделю видео. Кому интересно, присоединяйтесь. Здесь летом можно купаться. Вот видите, здесь же это море, и там есть пляжные домики. Очень красиво обустроено. Так что, если приедете летом в жару, можно купаться и загорать.
конце марта закончился учебный год, и мы вот с детьми на весенних каникулах и с мужем решили приехать на Сикоку отдохнуть. Учебный год в Японии начинается с апреля, как и на работе тоже. И вот с 6 апреля дети пойдут в школу, а до 6 апреля они выходные. Мы проголодались и идем теперь в очень стильное и статусное место, называется Культива. На машине где-то 15 минут езды. Здесь очень было вкусно, нам все понравилось. Оливковая говядина, потому что этих коров кормили кормом с оливками. Считается самым коронным вкусным блюдом этого ресторана. Первый день на Сикоку подошел к концу. Начался он в 8 утра, когда мы выехали из Токио, и заканчивается сейчас. Мы полны впечатлений, но нужно ложиться спать пораньше. Завтра нас ждет одна из самых красивых канатных дорог Японии – Канкакей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение нашего путешествия по острову Оливок и по Сикоку. Всего доброго!